Вновь приветствую, мои уважаемые подписчики, вас с наилучшими пожеланиями. Пусть у вас будет все замечательно. Желаю вам энергию удачи, успеха. А сейчас хочу вам предложить небольшой расклад. Вселенная о вас. Информация из потока на 3 варианта. Итак, первый вариант. Давайте посмотрим, что нам карта скажет о вас на сегодняшний день. Вы знаете, вы в таком очень спокойном расположении духа, ничего вас не волнует, жизнь ваша течет спокойно и размеренно, вы чувствуете некую такую защищенность от высших сил, от Вселенной, от природы, и пребываете в неком таком умиротворении. Может быть, вы сейчас в отпуске находитесь, у вас на сегодняшний день каких-то очень срочных дел нет. В общем-то, вы чувствуете себя достаточно комфортно. Какой вы еще человек? Ну, наверное, человек, который привык брать на себя достаточно много обязанностей. Вы очень ответственный по своей натуре человек. Вы всегда стараетесь преодолевать сложности и доводить дело до конца. Сегодня вы, наверное, скорее всего, дома находитесь, никуда не поехали, никуда не отправились, но, наверное, планируете отправиться в какое-нибудь интересное путешествие, связанное с отдыхом. Еще хочется сказать, что вы устали быть такой ответственной женщиной или человеком, который, в принципе, всегда, отвечает за свои слова, отвечает за свои поступки. На самом деле все карты показывают, что вы в состоянии отдыха, а может быть даже в состоянии обессиленном. То есть настолько вы выложились уже за прошедшее время, что хотелось бы просто-напросто отдохнуть и почувствовать себя комфортно и хорошо, чего вам как раз сейчас и не хватает. Ну и хотелось бы куда-то двинуться вперед. Я так думаю, отдохнуть по полной, расслабиться, скажем так, потратить денежки, да, не пожалеть на себя, да. Вот сегодня вы в таких настроениях. Ну что ж, давайте посмотрим, какая ситуация вас в ближайшее время ожидает, что интересного произойдет в вашей жизни, на что, в общем-то, какая ситуация вам очень-очень близко стоит, буквально не сегодня, завтра. Ну что, пока вы входите в состояние очень такое, знаете, счастливое состояние, немножечко эгоистичное состояние, но тем не менее вы как ребенок, вы рады тому, что произошло. Вы считаете, что наконец-то это произошло. Ну, я так думаю, что вы сегодня можете себе позволить какой-то отдых или каким-то образом получить, максимум удовлетворения, да, от того, что вам даст на сегодняшний день жизнь. Вы пока не стремитесь куда-то отправиться, потому что еще есть какие-то проблемы, которые не решены, и вы по этому поводу очень переживаете. Может быть, эти проблемы связаны с вашим мужем, может быть, это связаны проблемы с вашим отцом, то есть с мужчинами, которые находятся рядом с вами. Что же за проблема? Проблема, я так думаю, касается какого-то очень важного момента. Нужно определиться, как поступить в конкретной ситуации так, чтобы не оказаться в проигрыше. И вы по этому поводу очень переживаете. Да, сейчас вас это эмоционально затрагивает, волнует, не хочется остаться в дураках в этой ситуации. Поэтому вы будете переживать очень сильно за сложившуюся ситуацию с вашим близким мужчиной. Как поступить в такой ситуации? Давайте спросим у карт. Карты нам говорят о том, что, наверное, надо быть готовыми к конфликту, то есть будет, возможно, какая-то конфликтная ситуация, но вы постарайтесь все-таки этот конфликт спокойно разрешить. Ну и не делайте, как вы раньше привыкли делать, решать любые проблемы, то есть по старой схеме, с помощью старых приемов. А может быть, стоит все-таки спокойно начать движение для решения ситуации, не напрягаясь и не надрываясь. Карты сейчас об этом говорят.
Да, очень спокойно, миролюбиво отнестись к ситуации, обратиться за помощью к своим близким, если вы чувствуете, что сами справиться с этой проблемой не можете. Вот, потому что на данном этапе как бы не хватает энергии, не хватает уверенности в себе, и вы боитесь, что ничего не сложится. Но на самом деле у вас энергии достаточно, уверенности достаточно, и я думаю, что просто надо брать в свои руки решение данной проблемы, которая образовалась с вашими мужчинами. А у вас все получится, этот тяжелый период у вас закончится. Итак, какой же совет от Вселенной? Сознание, да, включайте сознание, подумайте, поразмыслите, придите к пониманию, как поступить в этой ситуации, все будет отлично. Итак, это был первый вариант. Всем спасибо. Вся информация находится под видео. Надеюсь на очередную встречу с вами. Впереди у нас второй вариант, двоечки, для вас немножко. Раскроем карты. Расклад Вселенная о вас, информация из потока. Что же нам говорит карта-сигнификатор? А карта замечательная, на мой взгляд, потому что она нам дает понимание того, что вы находитесь в потоке удачи, в потоке свершений каких-то, когда ваша судьба разворачивается должным образом, даже так, как вам хочется. То есть вы на сегодняшний момент, в общем-то, в эпицентре событий ваших жизненных ситуаций, в которые вы попадаете. Давайте посмотрим, в какие же ситуации вы еще попадете, и карты нам немножечко расскажут об этом. Но прежде чем, я чуть-чуть добавлю, что же это за поток за такой. Ага, то есть вы достаточно честны, вы управляете своей ситуацией, вы не подставляете людей, вы всегда отстаиваете свои интересы, всегда готовы защищать свою позицию. Так, ну и порой даже иногда очень жесткую позицию отстаиваете. Ну и вы считаете, что бывают времена, когда нужно отпустить ситуацию, просто-напросто не принимать никакого решения, а просто остаться в таком спокойном размышлении, то есть в таком спокойном состоянии. Что же за ситуация у вас впереди? Вы знаете, чувствуется, что какое-то будет вам предложение, оно будет не очень порядочным, не очень хорошим предложением. Видится по картам, что вам будет не очень приятно от этой сложившейся ситуации, и придется очень быстро что-то действовать и менять. Но вы должны понять, что на этом закончится целая череда каких-то неприятностей, которые вас в последнее время настигают. То есть еще чуть-чуть, да, как говорится, последний бой. С чем же связана вот эта вот не очень хорошая ситуация, когда вас могут обмануть, подставить? Вот карты говорят, что это связано с финансами, связано с денежками. Может быть, вы кому-то давали в долг и вам не вернули денежки. Может быть, вы неудачно куда-то вложили деньги и не получили доход. Так или иначе, карта Солнца нам говорит о том, что вы справитесь с этой ситуацией, получите удовлетворение от того, что вы сделали. Важно было, чтобы эта ситуация прошла, и вы изменились и переоценили. Но вы как-то немножечко так спокойно на все смотрите, ждете новостей, но вот новости пока не приходят от какого-то человека, и поэтому вы в полной мере не можете дальше двигаться. Хотя вы уверены на 100%, что вы эту ситуацию преодолеете. Поэтому вы сейчас в рамках наблюдателя смотрите за всем, очень трезво оцениваете ситуацию и пытаетесь, скажем так, держать паузу. Давайте посмотрим, как же преодолеть эту ситуацию, что же надо, на что обратить внимание, чтобы справиться с этим моментом в вашей жизни. Итак, давайте посмотрим. Значит, здесь мы говорим о том, что надо поумерить свой пыл, надо понимать, что все под руководством высших сил, что сейчас у вас, вот прямо сейчас, изменить ситуацию нет возможности, не хватит потенциала.
Но впереди договоренности и решение всех этих финансовых вопросов. Вот, поэтому потрудиться надо, но не переусердствовать в этой ситуации. Рядом с вами будет находиться мужчина, достаточно с такой очень серьезной позиции, он может вас подвигнуть на какие-то действия. Вот вы, пожалуйста, внимательно к этому мужчине, возможно, он вам может сказать какие-то неправильные моменты, вам подсказать, и вы сможете поступить не очень мудро. Может быть, стоит на его рекомендации закрыть глаза и не ответить, и не поступить так, как он порекомендует. Помните, что с вами высшие силы, они вас не оставят. И на данном этапе, как я уже сказала, вариантов пока нет. Поэтому нужно успокоиться и понять, что сейчас еще не время, чтобы изменить ситуацию. Понятно, что вам немного грустно, вы расстроены, но уходить в себя и по этому поводу очень сильно переживать не стоит. Да, вижу, что действительно вы страдаете, и очень переживаете, и даже хотите уже все бросить и уйти, но знайте, что впереди решение проблемы. Причем вот я думаю, что решение проблемы будет исходить от мужчины и женщины, может быть, это ваши родители или ваши лучшие друзья, которые вам помогут. Может быть, они как раз вас и поддержат. Да, действительно, карта рыцаря кубков говорит о поддержке, о желании помочь, потому что очень любит. И по справедливости ситуация разрешится. Совет какой? Осознанность включайте, да, не идите на поводу состояния, в котором вы находитесь, да, как бы сорвите с себя эту оболочку и выйдите совершенно с другими эмоциями, с другим осознанием, пониманием той ситуации, в которую вы попали. Она разрешима, ну и я думаю, что в первую очередь с помощью ваших близких. Приглашаю вас на свой канал, подписывайтесь, приглашаю на расклады. Вся информация у нас, как обычно, под видео. Всего вам хорошего, пусть у вас все сбудется. Всех благ. А впереди у нас третий вариант. У нас сегодня расклад на тему «Вселенная вас», информация из потока. Посмотрим, что же с вами на сегодняшний день происходит. И впереди троечки. Давайте посмотрим, что с вами сейчас, в каких вы состояниях. Ну, у вас такие достаточно тяжелые состояния. Вы находитесь в неких, может быть, зависимостях тяжелых. Вам трудно оторваться от чего-то. Вы не можете выйти из положения, из ситуации. То есть что-то вас очень сильно сдерживает. Давайте посмотрим еще. Вам бы хотелось отправиться куда-то в совершенно новое, да, ваша мечта, к которой вы стремились, она не сбылась, и вы сейчас находитесь в таких агрессивных очень состояниях, вы не хотите ни с кем общаться, ни с кем делиться, держите в себе внутри все, что с вами происходит, вот, то есть... Вот я опять же, да, не хочу общаться, не хочу взаимодействовать, у меня нет энергии на эти взаимодействия, поэтому я ушел в себя. Но оставаться в жертве я не хочу. Я хочу, чтобы ситуация менялась. Давайте посмотрим, что же там за ситуация у вас произошла. Какие проблемки возникли на данном этапе. Так, наши карты. Переворачиваем. Угу. Опять же, можно сказать, что удача немножечко отвернулась от вас по какой-то причине, но я так думаю, что связано с работой. Может быть, это связано с тем, что что-то не случилось, какие-то средства не накопились, какие-то результаты не реализовались, связано с финансами, в том числе связано с какими-то материальными аспектами. То есть должно было начаться очень бурное движение в вашем именно вот материальном благополучии, но оно не началось. Почему же, что же это за ситуация, что же там стало вот этим мешающим фактором? Ну, то есть было очень много планов, очень много хороших договоренностей, вот, но опять же, смотрите, опять движения нет. Движения нет, а если и есть, то они не в ту сторону, в какую бы хотелось. То есть я радости не получаю от этого развития,
от того, что мы не смогли решить четко эту ситуацию, связанную с финансами, связанную с определенными договорами. То есть ждал, ждал, ждал и ничего не получил. А в итоге еще и все разваливается. Сердце болит, очень переживает. Я пытаюсь отстоять свое отстоять, но пока удача не на моей стороне. То есть достаточно сложная ситуация, связанная с работой все-таки здесь. Но вам не надо терять надежду, во-первых. Надо сохранять внутреннюю уверенность и внутреннее желание, что скоро начнет все меняться. Обязательно, да, сейчас я пока не решаю никакие вопросы, но впереди решение будет. Сейчас пока период, когда не надо торопиться с решениями. Давайте посмотрим, а что же сделать можно в такой ситуации, как можно поступить. Ну вот мы говорим о том, что действительно вы попали в сложную ситуацию, но выбор и выход у вас есть. Вы можете изменить эту ситуацию. И в помощь вам будет человек, который на вас очень похож, который вас понимает. А вот поищите в своем окружении такого человека. Угу. Ну и, скорее всего, это будет мужчина, я так думаю, да, потому что здесь вот, к сожалению, женщина переворачивается, скорее она принесет негатив в решении вашей ситуации. Давайте еще посмотрим, с чем можем помочь. Ни в коем случае не уходить в ограничения, подождать немножко, и помощь придет, и финансовая помощь придет, и помощь, поддержка, и вам не придется в данной ситуации делать какой-то выбор. Ну, а еще раз обратите внимание на женщину, которая будет, скажем так, слишком эмоционально реагировать на все. Скорее всего, она будет каким-то мешающим, сдерживающим фактором. Будьте внимательны. Да, она что-то очень расстроена, очень сильно переживает о своем благополучии, нежели о вашей проблеме. И здесь скорее ей важно решить свои проблемы, да, но они у нее не решаются. Поэтому будьте внимательны по отношению к этой женщине. Какой же совет от Вселенной? Успокойтесь, идите, плывите как в потоке, да. Примите такое положение, ощущение, что вот свершится, все равно все изменится, потому что меня поддерживают высшие силы, я сольюсь с этой энергией, и все встанет на свои места. То есть спокойствие, только спокойствие. Ну что ж, всего вам хорошего, рада была с вами пообщаться, надеюсь, что данный расклад вам поможет разобраться в своих проблемах. Приглашаю на индивидуальные расклады, записываю видео, вся информация под видео. Пожалуйста, ознакомьтесь. Большое спасибо и до новых встреч!